Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я вам хочу показать, как сделать выкладку камней. Каждая игрушка у меня будет с разной выкладкой, поэтому я решила показать отдельно. И, конечно, как декорировать саму игрушку будет в ближайшем видео. Приятного просмотра. Сегодня у меня урок в реальном времени. Буду показывать, что же у меня происходит во время работы, как я подбираю все. У меня есть вот такие стразы всякие стеклянные разного размера. И также есть вот такие в цапах. И иногда вот эти цапы мне абсолютно не нужны. Поэтому я беру ножницы и вот вынимаю их, просто вот отгибаю вот эти уголки и снимаю, вот. И откладываю. Вот именно так я сделала вот с этим сердечком. Ой, сердечком, с этой каплей. И для того, чтобы лучше все держалось, я использую вот такую ткань. Не знаю, как она по-русски называется, но из нее вот в сумке в супермаркетах там есть вот. И вот я иногда, ну просто у меня остаются кусочки или еще что-то, я подклеиваю именно под большие камни. Вот здесь мне понадобится, вот у меня тут сердечко есть, так еще чуть-чуть. И я заранее, когда мне вот надо, я подготавливаю. И как я подклеиваю? Я просто беру камень, наношу клей и подклеиваю. Для чего я это делаю? Во-первых, большие камни, чтобы хорошо держались, надо много клея. И впоследствии этот клей, если нанести много, он может разъесть вот эту нижнюю часть, и камень перестает у нас блестеть. А если подклеить вот такую подложку, то камни продолжают блестеть и отлично держатся. И сейчас буду подклеивать большой камень. Конечно, в процессе работы мы пальцами все это трогаем, и появляются вот такие некрасивые следы. Когда мы работу закончим, протираем влажной салфеткой, и посмотрите, как все блестит. И сейчас я буду наклеивать камень. Урок по игрушке будет чуть позже, там будет другая выкладка, поэтому сегодня я показываю именно выкладку. И вот я смотрю, как у меня камень ложится. Сразу это отмечаем, так скажем, и наношу клей. Так, сейчас бутылочка у меня была перевернута. Именно наношу достаточно много клея, чтобы сделать подложку. И сразу не приклеиваю. Даю немного этой подложки постоять, чтобы клей закрепился. Ну вот, мой клей уже немного загустел. Добавляю еще немного на середину. Так, клей убираю. Клей я всегда стараюсь держать вниз носиком. И теперь укладываю камень. Уложила. Вот из-за того, что клей немного загустел, камень ложится ровно и ничего нигде. Вот что у нас получается. И даем немного ему закрепиться. Ну и вот мой камень закрепился. Многие приклеивают камни один рядом с другим. И как бы это тоже красиво смотрится. Но я люблю делать окантовку. Вот вы видите, когда вы добавляете стразовую цепь, совсем по-другому смотрится. Поэтому я наношу именно вот угловые камни, надо наносить клей сверху. Потому что здесь у нас будет угол. У каждой цепочки есть угол, которым она подгибается в зависимости от размера. У меня это 2,5 мм. И вот так наношу клей, нанесу до половины, закрываю. И сейчас аккуратно выложу. Так, схватить вот так пинцетом, так, чтобы вам было лучше видно. И вот выкладываю сюда. Так, упала. Неудобно с этой стороны. Вот так сейчас попробую. Вот, и утягиваем вот здесь чуть-чуть подлиннее, оставляем вот этот хвостик. И укладываем цепочку. Вот. Там у нас клей. И все приклеится. Обязательно смотрим, чтобы цепочка лежала стразами вверх. Чтобы у нас все блестело. Теперь все это подклеивается. Можно сразу измерить. Вот как вот она идет.
Так, 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 измерим. И вот я вижу, где мне подрезать. Процесс это кропотливый, медленный, но зато это все очень красиво смотрится. И сейчас я уже наношу клей вот на всю оставшуюся филигрань. Так, медленно, аккуратно. Так, даю чуть-чуть закрепиться. Не приклеиваем сразу. Тут хватает 3-4 секунды, 5 секунд. И вот аккуратно вот так все выкладываем. Не подсовываем стразовую цепь под низ. Вот, как бы мы прижимаем ее, но под самый низ не подсовываем, чтобы у нас именно вот это все блестело. Так, пока все свежее, если надо, все исправляем, подвигаем. И вот посмотрите, как красиво все блестит. Теперь у меня следующий камень идет. Вот он. Меня спрашивали размер этого камня. Это 25 на 17 миллиметров камень идет. Вот наношу клей. Здесь камень поменьше, поэтому можно приклеивать его сразу. Убираем клей. Сегодня у нас урок в таком реальном времени немного. Буду показывать, как эта работа идет и сколько времени занимает. Потому что некоторые думают, что вот эта работа очень быстро. Раз-два, и за 8 минут все готово. Так, камню даем закрепиться. Выкладываю стразовую цепь. Вот смотрю, сколько мне ее тут надо. Как вы видите, все движется медленно. Но зато результат очень красивый. И вот я вижу, где мне отрезать. Так, убираю цепь. Так, камень чуть-чуть, чтобы закрепился. Хочется же все сразу вам показать. И вот по всему камню, по краю наношу достаточно много клея. Вот тут я подстелила кусочек чего-то, ткани можно, бархата, чтобы моя игрушка не скользила. Нанесли клей. Клей сразу убираем. Пока там все свежее, можно подклеить, и затем уже можно все подправить. И все между собой склеится. Вот укладываю один край и второй край. Один у меня длиннее другого, чтобы у меня получилось именно вот капля. И пока тут все свежее, все поправляю. И, конечно, края надо склеить. Вот кусочек, ой, капля клея, и все подклеиваем. Даем закрепиться. Так, и сразу забыла размер вот этого камня, покажу. Получается 11 миллиметров на... Так, нет, больше, не 11, 15 миллиметров на 11 миллиметров. И вот здесь у меня будут такие маленькие вот эти капли по бокам. Вот здесь будет одна и вторая. Одна вот сюда в серединку и вторая чуть сбоку. Сейчас нанесу клей и вернусь к вам. Ну, раз показываю все в реальном времени, значит показываю. Вот здесь можно даже вот в это отверстие. Здесь можно нанести побольше клея, чтобы все подклеилось. Тоже даем клею немного закрепиться. Сразу не подклеиваем. Хватаю камень, укладываю его. Ой, улетел. Так, следующий камень. И вот один сюда. И еще один. Вот сюда рядом. Вижу, что еще чуть-чуть клея мне надо. Вы видите, как все медленно идет, но зато очень красиво. Многие наносят сразу клей и подклеивают. Но я предпочитаю... Да что ж такое, все улетает у меня. Предпочитаю отдельно. Так, попробую вот так. Ну что ж, получилось. Вот вы видите, что получилось. И также подклеиваю со второй стороны.
Вот сюда на уголке я решила добавить стразы. Это у меня 20 номер. Поэтому наношу клей аккуратно с одной стороны, с другой стороны. И подклею. Стразы мы с вами уже клеили. Тут ничего нету нового. Те, кто со мной уже долго, знают, как это все подклеивать. И вот что получается. Ну и еще немного. Здесь у меня будут вот такие вот стразы. Сейчас посмотрим размер. Размер страз 15-16 миллиметров на 6 миллиметров, на 7 миллиметров. Вот, и здесь уже наношу клей. Достаточно много клея. Здесь у меня, возможно, еще будет окантовка. Я еще не решила. Сейчас посмотрю, как тут все ляжет. Потому что многое происходит прямо в процессе работы. Так, клей у меня есть. И сейчас аккуратненько. Вот, когда руки в клею, игрушку держите, вот вы видите, очень удобно. Тряпочка или что-то, салфетка. И вы ничего не испачкаете. Не надо будет вам очищать игрушку от клея. Так, все совмещаем и даем закрепиться. И здесь я также подклею еще один страз. Только вот я еще не решила, розовый или все-таки... Не, все-таки будет у меня прозрачный. Вот такой. Вот какая красота получается. И немного, наверное, добавлю еще сюда. Да, уже примерила. Вот здесь прямо просится еще страза. Сразу носик вытираем, чтобы нам ничего не попало на камни. Клей убираем. Держим носиком вниз. Так, и, наверное, чуть-чуть поменьше камни. Не 20 номер, а какой-то другой. Вот у меня тут есть поменьше, да. Вот. Прямо они туда просятся. Ну что, блеск, красота. Вот сюда можно добавить. В процессе работы что-то появляется, какие-то новые идеи, что-то примеряется. Я, когда начинаю свою работу, никогда не знаю, как она закончится. Потому что все что-то примеряю и что-то новое добавляется. Посмотрите, как красиво. Можно сюда что-то добавить. Это уже кому как нравится. Вот сюда тоже просится маленький камешек. Так, клей перевернула. Вот сюда. Носик убираем. Всегда носик подтираем, чтобы у нас все оставалось чисто. И добавим еще чуть-чуть блеска. Вот. Внизу я тут приклеила вот такие стразы. Это используется для мозаики алмазной. Или как она там называется, не помню точно. Ну вот немножко камней подклеила. Как раз они у меня нашлись в цвет. И еще вот сюда надо добавить что-то обязательно. Там прямо просится на макушку. Вот нанесу клей. Клей убираю и... Вот такой средний камень сюда также добавлю. И вот. Ничего больше не надо. Вот такой декор у меня получился. Очень красиво, особенно на солнце. Тут камера, конечно, не передает. И напоминаю, что декор самой игрушки будет в следующем видео. Думала сделать сразу, но на это уходит очень много времени, не успеваю. И на другой игрушке будет совсем другая выкладка, поэтому сегодня показала. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен, и вы узнали что-то интересное. И хотелось бы узнать ваше мнение, как введение такого урока, где я показываю сразу и размер камней. Это, так скажем, общение вживую.
вживую. Буду ждать ваших ответов. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.